Всем доброго дня! Сегодня у нас дома закатка огурцов на зиму. Купили на рынке огурцы. Хорошо я их перемыла, обрезала хвостики и залила водой. Так они у меня стояли 7 часов. В бутыльке я уже хорошо помыла, простерилизовала. Каждый бутылек бросила по листику хрона, укропчик, листья вишни и нарезаю чеснок. У меня здесь 3 зубчика чеснока. Нарезаю кусочками. И когда буду заливать, потом еще я туда побросаю перчик горошком. Здесь я уже заложила в баночки огурцы, как видите, вот так вот. Огурцы у меня сегодня не сильно мелкие, хорошо, что свежие. А здесь я уже залила первый раз кипятком. Уже они будут отстаиваться. И когда остынет в бутле вода, я потом солью воду и залью второй раз. И также буду делать за третьим разом. Я буду уже потом делать рассол. 3 бутля у меня уже огурцов наполненных. Я добавлю сюда перчика горошком и сейчас залью кипяточком. Бросаю по хорошей щепотке туда перчика. Не жалеть приправы, приправы вкусные. Когда будете заливать, сразу наливайте на огурчик. Тогда у вас банка не лопнет и резко не надо наливать. Наливайте потихонечку, потому что вода кипяченая, бутылек уже остыл, поэтому нужно аккуратно. Бутля, как я уже говорила, стерилизовала, поставила кастрюльку, на нее крышечку специальную такую и стерилизовала. Сейчас накрою крышкой. И так будет остывать. Так сделаю со всеми бутлями. Итак, час прошел. Теперь я буду сливать первый раз с огурцов воду. У меня здесь вот такое вот есть приспособление. Одеваю и буду выливать в кастрюлю. Охладилась у меня уже тут водичка. Так со всех солью, а потом поставлю кипятить заново. Я слила из 4 бутлей. И теперь долью немножко, потому как огурцы впитали в себя воду. На 3 бутля я насыпаю, сколько? 240 грамм. 240 грамм сахара. Добавляю 240 грамм уксуса. На 3 бутля рассола 210 грамм соли. И теперь пускай закипает, и я потом буду наполнять бутыльки. Итак, у меня уже рассол закипел, я буду наливать в бутли и закатывать потом. Я потом пенку снимаю. И уже без пенки переношу к месту закатки, буду закатывать. Теперь продолжаю дальше делать следующее. Убираю пенку и закатываю следующую банку. Так я прокручиваю для того, чтобы удалить зубчики, которые там иногда образовываются под крышечкой, для того, чтобы была ровненькая поверхность. Все. Вот так выглядят мои огурчики. Сейчас буду переворачивать и уносить в подвал. Вот такие вот они прозрачные и очень вкусные. Мы всегда готовим по такому рецепту огурцы. И главное, что все время у меня готовит специи уже в конце для заливки муж. И у него что-то, мне кажется, все время как-то вкуснее получается. Поэтому этим все время занимается он, а всем остальным я. Огурцы, конечно, немножко великоватые, но ничего, мы любим и такие огурцы обыкновенные. Мы никогда не покупаем маленькие цвет корнишоны, потому что там в середине одно дерево, как бы мне казалось. Это прошлогодние огурцы. Консервировала их с кетчупом. Тверденькие, хрустящие. И такие же получаются и большие, не только маленькие. Это в прошлом году зять дал такие мелкие. Очень вкусные.